Всем доброе утро! Сегодня 3 февраля, у нас снежище, красотище. Давайте сегодня радоваться снегу, ветру, зиме и ждать потихонечку весну. Так, а ну быстренько здоровается, кто тут у нас есть? У нас тут на улице Жора. Надя доедает хозяйский борщ, Жора подъедает. Сегодня хочу немножечко поубираться здесь, потому что здесь уже понакладывала всякого гармидера. Помоем все, почистим все по мере возможности. А генеральную уборку будем делать весной, скажи. Когда будет тепленько и хорошо. Жора от жлобства ест даже фасоль. Да, Жора? Чтобы он когда-то ел борщ, это даже такого быть не может. Будет стоять, киснуть, стоять, он и не притронется. А это видит, что Найда ест, и он фасоль ест. Ребята, собака ест фасоль. Молодец, молодец, моя зайка золотая. Так что радуемся снегу. Это последний месяц зимы. Это нас радует. Не будем сильно ругать нашу зиму эту, потому что она была такая более лояльная, чем прошлая зима. Еще, конечно, рано говорить все, что хочешь, может быть. Но вот бегает рыжик, уже на улицу хочет. Все уже, все, они пищат, с утра кричат. Скоро буду с ними гулять. Выпустила мелкую часть населения нашего двора и дома на улицу. Найда воспитывает всех. Чапушка, ты где? Чап! Мои яйки золотые. Сейчас будем убирать в машине. Гляньте, что у нас в машине творится. Это мы как с базара приехали, так никто тут ничего не убирал. Не, оно было посложено, но я что-то здесь искала и уже тут... Сейчас поубираем, чистоту, порядок понаводим, потому что послезавтра нам на работку ехать. И что повытаскиваем, что дома оставим. Мандарины уже, естественно, что я сейчас переделю между соседями, да и пораздаю. А все, что еще можно продать, поедет в город на продажу, да? Идем посмотрим, где остальные. Идем, сейчас покажу вам остальных. Жужечка сидит на парапетике, да, Жужечка? А ну поговори. Ой, моя девочка, поговори, поговори. Моя рыбка. А эти должны, наверное, сидеть на диване. Еще здесь не убрала. Ой, малышечка моя. Малышечка вон побежала, жопой покрутила. Жук гоняет, а Чапка сидит, греет попу. Сейчас тоже буду здесь везде убирать. И, в общем, у меня сегодня такой убирательный день. Хотя у нас каждый день убирательный, да? Каждый день убирательный. Жора закрыт в доме, потому что Жора у нас парень такой, что не со всеми дружит. Я боюсь жуком их наедине оставлять. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Найда, не воспитывай их. Все, пошли мы убираться. Ну что, начинаем уборочку нашу, да? Так, сухой корм, подарок нам был. Кто не видел, в прошлый раз нам подарили 2 мешка сухого корма, потому что срок подходит в этом месяце, поэтому нам такой подарочек подвалил, да? Что у нас тут еще? О, огурчики остались. Сейчас Таня будет все перебирать, все будет складывать. А кто мне помогает? Кто помогает мне? Помощницы мои, идите сюда. Помощницы! Таня, капюшон такой смешной. Помощницы мои, давай сядем, посидим у Вити в машине. Не хочется нам работать, хочется нам гулять все время. Мы работать не хотим. Не хотим мы работать, хотим только гулять все время, да? Ой, дочечка. Вот эта собака со мной спит. Она такая классная, она... И ты обижалась, да? Иди сюда. Ой, боже мой. Ну, покажу это, потому что я это меньше на ручки беру. А та собака у меня Чапка. Она такая у меня спит, вот сколько я сплю, столько она спит. Не пошевелится даже. Да? А это с Дашей все время спит, когда Даша приезжает. А Даша к нам приезжает аж раз в год. Найдусечка, иди тебя покажу. Иди, Бася. Иди, моя девочка. Мой ты такой Мишуткин такой. Мой такой Мишуткин, да? А ну покажи зубы. Ну такое, 10 лет нам точно есть. Каких даже 10? 12. 12, 13. Примерно вот так, да? Все, давайте будем работать дальше. Таня будет работать дальше. Выкидывать все с машины. Помогать давай мне, помогать. Давай, помогать мне.
забыться в машине убираться, чтобы все оно посохло. Вот. А сейчас, конечно, как-нибудь там, чтобы пыли, грязи не было. Сейчас влажную уборочку сделаем, да? И едем на работу. Сейчас на работу как на каторгу еду, честно. Весной обожаю ездить на работу. Все зеленое, красивое. Летом очень люблю. А вот зимой сейчас что на каторгу, честно. Холодно, зябко. Если еще снег и дождь, то вообще ужасно плохо. Вот, поэтому... А все-таки летом классно. Торгуешь до 9 часов вечера. С самого утра. Люди бегут. Люди хотят что-нибудь вкусненькое. А зимой что, по супермаркетам разбрелись, да и вот тебе вся торговля. Ну ничего, прорвемся. Нам бы хоть бы хватало на сухари, да, песок, да, самим что-нибудь там на лекарства, да, на еду. Мы много не хотим. Чап, что вы там, все уже, весь снег обделали? Что-то выпустила чапок, что-то жук к ним так равнодушен, я не могу понять. А, вон он пришел. Жучок, жук, иди ко мне. Ай, ты стеснюля моя. Я же не вас звала, я жучка звала. Иди ко мне на ручки. Все, убираю в машине, потому что машина у нас должна быть чистенькая и самой приятно в ней ездить. Да не бойтесь, это же веник, я вас не собираюсь бить. Принимайте работу. Мне животные помогали убирать. Но это, конечно, еще не все совсем. Это я еще пойду сейчас в соление. Это уже в соление в последнюю очередь. В последний день мы все складываем. А сейчас пока коробочки перебрала, да. Да, всякие там вот огурчики. Сейчас покажу вам в погребе, сколько у меня огурцов и какая у меня в этом году неприятность с этими огурцами. Не знаю, что и почему и как. Так что все, работа у нас немножечко сделана. Можно грузить завтра уже соление. Вон гляньте, какую дров кучку наскладывали. То, что поместилось в дом, то, что Найдочка. Ты со мной идешь? Покажу же вам огурцы свои сейчас. Сколько у меня еще огурцов? Казалось бы, много, и казалось, и кажется, что и нет уже. Так, что тут у нас? Гляньте, сколько у меня еще бутлей огурцов. Вот еще сколько. Тут, наверное, штук 40 еще. Но в чем дело? Очень много огурцов. Вот. Открываю, засовываю пальчик. Они мягенькие. Сейчас покажу вам. Просто наглядный пример. Может, у кого-то такое было, у хозяечек. Ну, вроде как говорят мне наши девочки на базаре, что это, видите, все, огурец мягкий. Вот. Но если учесть, что у меня было их где-то около 300 бутлей таких, то по-любому каждый сезон получается, что какие-то бутли мягкие. Но почему? Закрываешь одинаково, соли одинаково, все одинаково. Так, надо еще мне... Сейчас эти огурцы я буду сейчас перебирать, наверное, вытягивать из бутлей и в ведра складывать. Какие мягкие выбрасывать, какие хорошие брать с собой. Ну и надо немножко здесь еще в погребе тоже поприбираться. Здесь же зимой, вон, скинули лампу. Ой, здесь зимой кошки подживали у меня соседские, коты в основном. То надо здесь поубираться. Он какой жених у нас. Жених, да? Жук, ты жених? Это ж малые гулять начинают сейчас. Малявки, наверное, давайте домой, а я буду дальше убирать и с вашими старшенькими погуляю. Посмотри, какие глазки вон уже. Плачут глазки у меня. Мокренькие что-то глазки. Ты сама трусишься, как суслик. Давай Таня будет выпускать Найду и Рыжика. Ой, Найду, говорю, Рыжика и Ляльку. Малышечка, иди ко мне, зайка моя. Вы знаете, она, наверное, грустит за Бимом все-таки. Потому что она такая стала немножко не такая, как была раньше. Я даже думала, что она приболела. А она просто... Она, во-первых, перешла в его будку. Она раньше в его будке не была. Во-вторых, она редко из будки выходит. Раньше это было без конца. Лай, без конца она бегала, Биму на голову прыгала. Он с ней игрался. А теперь как-то погрустнела немножко, да, малышечка моя? Погрустнела ты.
Смотрите, какой медвежонок. Вообще она небольшая, она килограмм до 15. Ну, 12, может, ну не знаю, 13. Я просто близко камеру сейчас взяла на другой режим. А вон гляньте, какой жук. Тоже, кажется, такой маленький, а я его сейчас взяла поближе показать его. Жук хороший. Конечно, им как бы весело вдвоем, но все равно, как-то, мне кажется, она все равно грустит за Бимом. Умненькая собачка очень. Грустишь за Бимом, малышка? Малышка. Ничего, свято место пусто не бывает. Кого-то притащу вам. Ну, как бы не хотелось, конечно, но я так думаю, что по-любому что-то будет. Где-то кто-то встретится такой, что нельзя будет пройти мимо. Воздух хватает язычком. Ну что такое? Что это мои такие подружки-говорушки пришли все, да? Час дня они только гуляют у меня первый раз, потому что не было совершенно времени погулять с вами, да? Совершенно не было погулять времени с вами. Что там интересного? Ты ревнуешь меня, да? Ты ревнуешь меня, Лялюшка. А ну, Таня, я тебя потрогаю, твою лаву, дай? Ну что, надо все равно ее в Киев везти, да, доча моя? Поедем обязательно в Киев с тобой. Поедем, да? Поедем с моим крокодильчиком, с моим крокодильчиком поедем в Киев. А что там капает? Найда, не ревнуй. Найда. Не ревнуй, я сказала. Ну ты же не одна у меня же еще Ляля есть. Ну чего ты жадничаешь? Ляля такая, ей по барабану. Ей по барабану, да? Видите, у нее худюсей такое. Вот такой штучкой нашла ее на остановке. Дождь был. А потом, когда ее отравили, я с ней... Ой, как промучилась. Это ужас был. Бросила свой товар и побежала, на руках потащила на проезжую часть. Никто с собакой не останавливается. Ну фу! Это жук разрывает. В общем, хорошо, что знакомый ехал, остановился. Как даже не знакомый, а покупательница моя шла. И позвонила мужу. Муж прибежал. Видите, моя зайка. Ему нас отвезли, и она неделю капалась в больнице. Она так травили собак в Киеве. Такая у нас была, как бы, такое было правило перед Пасхой всех собак травить в Киеве. И мы старались всегда их забирать на это время. Да? Это у меня самый обиженный собака, я его меньше всего глажу. Ну зато самый ласковый. А Найда самая ревнивая. Боже, сколько... Что ты там делаешь? О, видишь? Что ты там нашла? Сколько... Как люди. Вот сколько людей с характером, столько и собак. Все разные характеры. Найда у меня, это моя... Ты самая-самая моя, да? Найдусь. Ты моя самая-самая. Ну, конечно, самая-самая. Ну, ты самая разбалованная и так. Ну, не рычи на них. Ну, чего ты рычишь? И только я ее сажу в вольер, ну так летом же я ее не оставляю на улице. И все, они ее обижают. Рыжику никто не нужен, кроме Ляли. А Ляле никто не нужен, кроме Рыжика. А Найда там третья лишняя. Да? Ну летом будет, как, не знаю, как там, загадывать не надо, потому что до лета еще далеко. Мы просто на лето мы уезжаем на очень долго, на 4 дня. Не знаю, будем, может, возвращаться. Поехали, на следующий день приехали на ночь. Не знаю, посмотрим. Все посмотрим. Ничего не будем загадывать. Скажи, в нашем случае загадывать ничего нельзя. Лежит, как маленький ребенок. Да? Ну все, Таня будет убирать сейчас в веранде. Не знаю, где я беру силы, конечно. Потому что каждый раз бывает так, ну, тяжеловато, грустно и вообще. Но как только вот с ними погуляю, они в меня попрыгают, пообнимают меня, все думают. Вот это моя жизнь такая. И веселая в то же время, и тяжелая, и разнообразная. И тут вообще искать не надо сюжета, чтобы там что-нибудь поснимать. Вот вышла, камеру в зубы и вперед. Поэтому так. Угадайте, пожалуйста, куда я сейчас иду. Вот мой забор, вот соседский забор. Вы, наверное, думаете, что я, может, иду Ричи кормить. Нет, Ричи я пойду кормить попозже. А сейчас я вспомнила, что уже весна и что я женщина. А у меня соседка, она
делает маникюр и педикюр, в общем, всякий. Поэтому эта девочка молоденькая, она говорит: тетя Таня, наверное, вы ко мне сегодня приходите, может, я вам с ногтями что-то сделаю. Ну, потому что оно, бедный ребенок, увидела вот мои ногти страшные, они в морковке желтые просто, вы не переживайте. Желтые. Вот мои ногти, на которые я все-таки женщина, мне 46 лет, а я не могу собой вообще заняться, потому что все у меня на первом плане. Животное да животное. Но мы ж не можем так просто пойти к девочке, да? У нее же есть собака. У нее есть собака, поэтому мы идем. Собачка хорошая, собачка Грета, овчарочка. Но, честно говоря, они мало уделяют ей очень внимания. Она очень-очень редко с ними гуляет. Они с ней практически не гуляют. Может, там раз в 3 месяца выведут ее. И мне так ее жалко, так. Поэтому мы сейчас сделаем 2 дела сразу. Во-первых, я себя почувствую женщиной. Мне надо уже и в парикмахерскую сходить, и ногти сделать. Моя девочка. Давай, кушай. Смотрите, какая классная собака. Вот, ну начнем тогда мы лучше с ногтей, потому что это близко. Я, в принципе, всегда занималась собой, когда у меня не было животных. А сейчас просто совершенно нет времени. Видите, как ест? Просто голодная собачушка. Вот, у меня сейчас просто нет времени. Поэтому я вот поблизости. Видите, соседка маникюр. В следующий раз или там через 2 недельки в соседнее село поеду, там есть парикмахерская. Там покрашусь и постригусь, потому что уже половина головы седой. Так что вот так вот. За животными совсем нет времени. Поэтому покажу сейчас вам окончательный результат. Еще раз на ногти посмотрите на мои. Вот какие они, боже мой, страшненькие. Вот, а руки покрученные вон. Ну ничего, это все будем лечить. Будем сейчас сделать из рук красивые руки. Вон, куда ты потащила? Боится, что я у него заберу. Все, пошла я на маникюр. Найдуся, посмотри, какие Таня ногти сделала. А ты показываешь свои ногти, да? Найдуся. Пришла свою Найдусю укрывать. Хочу похвастаться. Ну, по крайней мере, чистые, подкрашенные и ухоженные немножко. Это первый раз так, мастер сказала, будет еще так нелепо, а потом будет ничего. Ну, сколько ж можно, скажи уже. Но все равно руки надо сейчас кремом мазать. Посмотрите, какие старые руки. Хотела себе купить ту штучку, что мне подписчица советовала, и я так и не купила ее. Короче, руки старые, руки страшные, надо что-то с ними делать. Найдуся, все, скажи всем спокойной ночи. Таня пришла ее укрывать. Все, всем спокойной ночи.